Всем привет! Сегодня меня зовут Михаил, и я хочу вам предложить посмотреть со мной один из первых концертов группы Kraftwerk. Это немецкая группа, которая знаменита тем, что, по сути, это пионеры, это легенды электронной музыки, это те, кто ее как бы продвинул в массы, были самыми-самыми первыми, сами создали свои первые электронные синтезаторы, придумали знаменитый альбом «Автобан», и да, все альбомы Kraftwerk, они великолепны, и потом уже были последователи. Если вы любите хип-хоп, то в 80-х, там, в 90-х много кто из исполнителей того времени брали и сэмплировали именно Kraftwerk. Ну и по сути Kraftwerk — это родоначальники техномузыки, у них очень такой монотонный ритм, который такой качающий. И есть такая фраза, что Kraftwerk — это как типа скелет динозавра, то есть они начались в 70-х, у них была вот голова в 70-х, и вот это вот туловище, оно вот такое длинное, оно растянулось на 70-е, 80-е, потому что там было очень много влияния на всю современную музыку, и этот хвост диплодока, там, или как там динозавры называли, он до сих пор тянется до наших дней. Вот настолько влиятельная группа Kraftwerk. А смотреть мы будем их, один из самых первых концертов 70-го года, за 4 года до того, как они выпустят свой первый знаменитый альбом «Автобан». Давайте посмотрим его вместе. Он снят очень классно, этот концерт, и в нем можно увидеть очень много интересного. Так что давайте посмотрим. Концерт этот, кстати, есть на Ютубе, легко его можно найти. Вот, поэтому поехали. 1970 год. Концерт этот происходит в городе... Сейчас... Соэст или Сест. Непонятно, как он называется, этот город, но это не важно. Тесное помещение такое. Интересно, кстати, что вот музыканты стоят справа у сцены. Есть два оператора с огромными камерами, которые тут же передают картинку на проектор, показывают зрителей. То есть зрители в зале тут же видят себя. Мало того, что сейчас на концертах редко такое увидишь. То есть на каких-нибудь фестивалях только где-нибудь на главной сцене. А тут у тебя в 70-м году на проекторе выводят картинку в прямом эфире прямо с концерта. Ну и, собственно говоря, мы видим сейчас Kraftwerk. Начинают выступление, разогревают, так сказать, публику. Многие люди, наверное, из этой толпы, они уже все бабушки и дедушки, очень старенькие. И вот все эти люди слышат впервые электронную музыку, можно сказать. Это что-то для того времени, это что-то абсолютно диковинное. В 70-е годы, то есть когда были Beatles, когда был психоделический рок, когда были там Doors, всякие Creedence и все остальные группы, в самом расцвете, в самом соку. На хайпе, так сказать. И вот появляется Kraftwerk, которые приходят на сцену, и люди стоят и чего-то ждут. Вроде что-то начинается, но как бы ничего не начинается. Ни у кого нет телефонов. Счастливые люди. Очень такое концептуальное затяжное начало. Наверное, ты тогда стоишь и не понимаешь, что вообще происходит. Что-то просто гудит. Стоит один чувак с клавиатурой, даже не с огромной клавиатурой, а с куском клавиатуры. Хотя синтезаторы даже тогда еще не появились толком. Kraftwerk, кстати, будут первыми, у кого они появятся. Пока это все начинается, я бы еще отметил, что как круто это все снято.
не в таком клиповом формате, как мы сейчас смотрим концерты. Когда мы сейчас видим концерты на Ютубе или где-то еще, нам постоянно дают какую-то склейку, типа ракурс на 2-3 секунды и сразу же переход на кого-то другого. Здесь долго показывают всю аудиторию, крупным планом показывают людей, зал. Я вот серьезно, как бы 70-й год, но я как будто себя чувствую в этом месте. Я чувствую атмосферу, мне нравится. Мне кажется, это, наверное, один из лучших концертов, который мне нравится с точки зрения того, как он снят. Что-то начинается. О, парень устал. Типа, ну когда же будет шоу? Ну когда же... Чё типа не весело? Где экшен? Кстати, вот если на людей посмотреть, ну, обычные студенты, вот серьезно, то есть тогда это было время хиппи, и ты ожидаешь, что будут там такие хипари прям конкретные, придут на крафтер, как на самую модную музыку, битком набитый клуб, а на самом деле, ну, ребята, ну, в целом обычные люди, обычные студенты. Интересно, с какими ожиданиями они пришли на этот концерт. Мощно подпердывает синтезатор. Как движок у машины, как двигатель. Как будто заводится. Какой-то квакающий такой звук. Разогрели. Люди, кстати, молчат. Люди не понимают, что происходит, не знают, как реагировать. Нет аплодисментов, полная тишина. Какой-то мутный переходы. Такое себе, конечно. Чувствуете, да, ритм? Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ну, если свисток убрать, да, который, ну, как бы не очень, немного раздражает. Но если ритм, как бы, отделить от этого всего, напоминает чем-то современную электронную музыку. Сейчас начинаются ударные.
Так. Ну, неплохо, подогрели еще чуть-чуть. К чему-то ведет это все. Чувствуется, что куда-то это идет. История, это вся эта история куда-то направляется. Kraftwerk — это, короче, одна из самых известных групп волны немецкой, которая происходила в то время, которая называлась крауд-рок. А известна та волна во многом, что она как бы переосмыслила всю мейнстримную музыку того времени. Вместо всякой психоделики, вместо рока типа Beatles, крауд-рок был монотонным. Примерно как вот то, что мы сейчас слышим. Вот под такое же можно танцевать, кстати. Если бы вот эти барабанные усилить, сделать их посочнее, и вот эти вот квакающие синтезаторы помягче сделать, блин, будет вообще очень современно. А это всего лишь было тогда, в 1970-м. О, больше людей хлопают уже. Парень сел в первом ряду, но пока еще не получает удовольствия от происходящего. Так. Вот, короче, прямо чувствуете, да? Если вы знаете альбом «Автобан», и вот первый альбом, и вообще, если вы любите Kraftwerk, вот он, прямо чувствуется стиль. Те духовые, постепенно. Пошел, короче, трек на 9 минут сейчас. Такой прям танцевальный.
Мне кажется, в этот момент люди уже проснулись. Уже понимают, что так, что-то знакомое. Ну, что-то знакомое. И при этом в ином стиле. Во, раскачала людей. Вот это вот тоже чисто такой крафтерский. О, чувак показывает. О, здорово, на камеру. BPM еще, кстати, такой быстрый. 150 BPM. Такой прям резвая техно. Современная. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Барабанчик красавец. Всегда респектовал тем группам, в которых барабанщик вот так может отбивать ритм 10 минут и не устать, не сбиться. По сути, сыграть электронную музыку вживую. Бит отбивать. Мик Джаггер, он там сидит в толпе. Древый. Переход такой сейчас к чему-то мрачному и темному.
народ. Некоторые люди, так сказать, типа, зачем я пришел? Вот, блин, стал в первом ряду, что вот делать? Уходить как-то уже неловко. Кто-то такой, ну, блин, а что когда-нибудь... Когда самое интересное это начнется? Кому-то вполне ок. Кто-то просто со стеклянными глазами не понимает, что происходит. В этом, кстати, и красота этого концерта. Заснули, все. Аудитория заснула. Красавцы. Красавцы. Heavy Metal Kids. Прикольно. Heavy Metal, кстати, тогда еще тоже не было. В 70-м году. Black Sabbath тогда только-только выпускали свои прям огненные альбомчики. Классный такой ритм, расшаркивающий, психоделика такая. Сейчас их, кстати, трое. Через какое-то время в Крафтверке будет 4 человека. И в руках у них будут только синтезаторы. Никаких ударных, никаких гитар. Это будет чисто электронная группа. У каждого альбома будет своя тематика, который фантазирует о будущем. Роботы, атомная энергия, разные прикольные фантазии. У каждого альбома своя стилистика. А здесь мы, по сути, видим Kraftwerk таких, как акустическую группу. Такой орган клавишный, органные клавишные, как у этого
у бейсбольного органа, как у группы Doors. На максималках только такие вытянутые, такие визжащие. О, народ подтягивается. Место, кстати, довольно большое. Классная площадка. Удивительно, насколько много усилий вложено в этот концерт. В 70-м году столько телекамер, проектов. Еще и зрители снимают. И никто, кстати, не против. Скрипка. Как будто бы скрипка. Классическая музыка встретилась с электронной. Лицо типа такое, что вообще происходит, блядь? Что вообще? Что это за штука такая? Народ расслабился, тянулся. Кто-то. Интересно было бы послушать их диалоги, когда они выйдут, когда концерт закончится, они выйдут наружу. Первые слова услышать. Во-во-во. Что-то такое Deep Purple-ское начинается. Бум. Похлопаем. Дорогая, тебе не холодно? Когда это уже закончится? Скоро, потерпи еще немного. Ага. Импровизация 1. Что, они реально будут сейчас импровизировать? Звуки эмбиента такого,
что-то футуристичное. Те группы, которые в 70-х из Германии играли тоже электронику, Tangerine Dream, например, вот это их стиль. Что-то более такое мечтательное, полеты на Луну, вот все в таком стиле. Kraftwerk были скорее про ритм, про бит. Kraftwerk, короче, качали, а Tangerine Dream более мечтательные. Как сейчас. Операторы так толпу перегородили. Просто на 2 части разделили. 3 оператора. Прикол, конечно. Я, кстати, недавно в музее был в Будапеште. Что-то типа музей коммунизма или типа того. И там вот как раз стояла такая камера операторская, как вот сейчас, которые сейчас снимают их, которая просто стоит на полу. На полу такая площадка металлическая. Все из огромного, такие куски металла, как типа кусок трансформера. Просто как нога трансформера это все стоит. Во, посмотрите. И весило это где-то около тонны или полтонны. Как автомобиль, короче. Прям конкретно так, по-мужицки все сделано. По ГОСТу, короче. Конечно, когда сейчас слушаешь этот концерт, как-то в голове перекликается это все с современным искусством. Что-то такое непонятное, вроде тебе дали что-то такое, что ты уже знаешь, тебе нравится, потом это у тебя забрали, и снова пошло что-то такое внеземное, ненастоящее, непонятное. Точнее, настоящее, но непонятное. Здесь тоже, кстати, можно Kraftwerk узнать. Я имею в виду их... То, что они потом будут играть в своей дискографии. В основном, конечно, народ не втыкает, что происходит. Я об этом немножко позже скажу.
Классно. Если это конец, то это красиво. На спокойной ноте, правда, но симпатично. Прикольно, наверное, те, кто живут в этом городе, в котором это все происходит. Кто-то взял так и узнал свою бабушку сейчас. Такой, как ты, блин, типа, ты не вкурила в Крафтверк? Как так, бабуля, ты чё? Это самая популярная группа там, типа, 80-х, 90-х, 70-х. Не самая популярная, но, типа, это, блядь, легенды. Такой, бабуля, ты чё? Бабуля, как так? А вот так. Все. Все, вот и закончился концерт. Спасибо, что смотрели. Есть очень интересная мысль по этому поводу, и она звучит следующим образом. Когда я заходил в комменты к этому видео, я увидел такой коммент. Он просто у меня врезался в память, что типа, ребята, вам сейчас было скучно, может быть, вам и не понравилось, глядя на аудиторию, но ваши дети это полюбят. И этим все сказано. Спасибо, что посмотрели. Можете глянуть еще какие-нибудь мои ролики, если вам интересно. Подписывайтесь. Скоро увидимся. Пока.